Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим идеальный финишный крем, мой главный помощник для безупречно ровных тортов. Этот крем настоящий универсал. Он дает прочное стабильное покрытие, которое станет идеальной основой для разного вида декора. Из амальта, мастики, вафельного декора. Также он подходит под велюр и прекрасно окрашивается пищевыми красителями. К тому же этот крем очень вкусный, но чтобы все получилось на 100%, есть важные нюансы, о них я расскажу максимально подробно. Этот рецепт легко запомнить, все ингредиенты берутся в равных пропорциях. Ингредиентов всего 3, но от их качества зависит абсолютно все. Первый ингредиент – сливочное масло. Жирность строго 82,5%. Оно должно быть размягченным, но не растаявшим. Идеальная температура для взбивания сливочного масла от 18 до 21 градуса. Но масло, которое остается мягким даже в холодильнике, не подойдет. Оно быстро начнет таять и испортит всю стабильность крема. Второй ингредиент – творожный сливочный сыр. И здесь та же история. Чем плотнее и менее влажный сыр, тем стабильнее будет наш крем. Я использую творожный сыр с массовой долей жира 70%. Постарайтесь найти тоже самый плотный. И третий ингредиент – белый шоколад. Правило простое: берите максимально качественный шоколад из доступных вам. Он влияет не только на текстуру, но и на вкус. Приступаем к приготовлению крема. Первым делом растопим 200 граммов белого шоколада. Я делаю это в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, постоянно перемешивая, чтобы не перегреть. Его можно растопить и на плите, и на водяной бане, главное дать ему остыть до температуры 30-35 градусов, не больше и не меньше. Как правильно растопить шоколад несколькими способами, смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. Взбиваем 200 граммов сливочного масла до состояния легкого воздушного крема. Из плотного и желтоватого оно становится почти белым и увеличивается в объеме. Обычно на это уходит несколько минут на высокой скорости. Теперь добавляем к маслу 200 граммов холодного творожного сыра. И здесь ключевой момент. Нам нужно не взбивать, а тщательно перемешивать до полной однородности, чтобы не осталось ни единого комочка. Периодически останавливаем миксер, снимаем массу со стенок и продолжаем перемешивать. Вводим подостывший шоколад в кремовую массу в 2-3 захода и после каждого добавления быстро, но аккуратно перемешиваем миксером на средней скорости. Если промедлить, то шоколад начнет кристаллизоваться в холодной сливочно-сырной массе и в креме появятся крупинки. Этого нам допустить нельзя ни в коем случае. Если крем получился жидковатым, значит шоколад был слишком теплым. В этом случае просто отправьте его ненадолго в холодильник или на 15 минут в морозилку, а потом снова перемешайте миксером. Крем очень удобный в работе, на холодном торте он схватывается достаточно быстро, но не моментально. Поэтому у нас будет время на идеальное выравнивание и правки. Перед выравниванием тщательно выглаживаем крем лопаткой, чтобы вышли пузыри воздуха. Заполняем мешок не до конца, примерно на 2/3, так его будет гораздо проще и легче держать. Перед началом работы хорошо проминаем мешок руками, выгоняя воздушные пузыри наверх. Наша цель – однородная плотная масса без пустот. И после этого смещаем крем вниз к отверстию, создавая нужное давление. Это нам обеспечит непрерывную полосу крема и предотвратит выстрелы воздухом в процессе нанесения. Освобождаем торт из формы и аккуратно снимаем ацетатную пленку. Если при снятии образовались небольшие неровности или видны крошки, не переживайте, сейчас мы это исправим. Выравнивание торта сделаем в 2 этапа. На первом черновом покрываем торт тонким слоем крема. Если на пленке остались небольшие остатки крема, аккуратно собираем этот крем палеткой и тоже используем для чернового покрытия. Черновое покрытие помогает склеить крошки, чтобы они не попали в чистовой слой. Теперь желательно убрать торт в холодильник хотя бы на 10-15 минут, чтобы финишный этап выравнивания прошел намного легче и аккуратнее. У мешка срезаем небольшой уголок, чтобы получить отверстие приблизительно 1 см. Наносим крем по всей окружности торта полосками равной ширины. Здесь важно работать в тандеме с поворотным столиком. Одной рукой выдавливаем крем, а второй постоянно и плавно вращаем столик.
Теперь берем высокий прямой шпатель, и наша задача снять основные излишки. Держим его под углом примерно 30 градусов к боковой поверхности торта. И вращая поворотный столик, просто позволяем шпателю снимать лишнее. Сильно давить не нужно. После этого этапа появились просветы и пустоты. Точечно заполняем их кремом при помощи палетки и снова проходимся шпателем. Наша цель — добиться ровного однородного слоя по всей боковой поверхности. Когда бока торта выровнены, переходим к верхушке. Также наносим крем из кондитерского мешка и распределяем палеткой. У краев торта формируем излишек крема, чтобы угол по периметру торта в результате получился ровным. Снова берем чистый шпатель, ставим его под углом и, плавно вращая столик, аккуратно выравниваем образовавшийся сбоку излишек крема. Крем со шпателя каждый раз снимаем палеткой, и в результате этих движений по периметру верхушки торта образуется так называемая корона из крема. Мы уже на финишной прямой, и здесь важна чистая техника. Старайтесь вести шпатель, совершая полный оборот поворотным столом, не отрывая руки, чтобы на боковой поверхности осталось минимум следов от шпателя. Теперь снова берем палетку и снимаем образовавшуюся корону из крема, каждый раз очищая палетку о шпатель. Если вы только учитесь и выравнивание занимает много времени, делайте паузы. Как только чувствуете, что крем стал слишком мягким и липким, сразу же уберите торт в холодильник минут на 15. Он остынет, станет плотнее, и вы спокойно продолжите работу. Торт выровняли, и теперь он готов к дальнейшему украшению. Пока крем не застыл после выравнивания, торт обязательно нужно перенести на толстую жесткую подложку или плоское блюдо, на котором будете подавать. Иначе на тонкой и гибкой основе крем обязательно потрескается. А для украшения я сделала вот такие реалистичные шоколадные кокосы. Все секреты их создания, от темперирования шоколада до сборки, ждут вас в полном видеорецепте торта пина колада. Переходите по ссылке в описании, там все разложено по полочкам. Готовьте с удовольствием и до новых встреч на моем канале.